Всем привет! Сегодня 10 октября 2022 года. И я решил выйти на грибалку за рядовками. Сегодня с утра с 7:30 где-то до 9 я ходил уже на рыбалку. Ничего не поймал, ни одной поклевки. Но зато набрал немножко рядовок. Рядовки пошли после обильных дождей и потепления. Сегодня, правда, было похолодание. Вот, но в целом грибы еще есть. Вот. Если наберу больше 5 килограмм, попробую продать на Авито. Заявки у меня уже были, объявления я давал. Ничего не продал, но тогда грибы закончились у меня уже. А сейчас я уже не солю. Единственное, на жареху набираю, там на сковородочку небольшую. Но если будет много, попытаюсь продать и вам отпишу, как заработать в деревне на грибах. Ладно, включусь позднее. Так, сегодня где-то с час назад рядовки я собирал вот здесь, в этом лесу. Но здесь их уже, скорее всего, нету. Немножко я собрал, там меньше килограмма. Поэтому я двигаюсь в направлении Рядовкина леса. И включусь попозже. Так, прошло 10 минут. Сосновый лес сменился смешанным лесом. Это вязы, по-моему, карагачи. Может быть, немножко американского клена. Осин и тополей тут нету. Ну, вязы в основном, да. И я все еще передвигаюсь в направлении Рядовкина леса. Туда идти не так уж и близко, я вам скажу. Ладно. Прошло еще 10 минут. И я все еще двигаюсь в направлении Рядовкина леса. Место, где я буду сегодня собирать рядовки. Вот такие тут овраги, ямы. Вот в этой яме, кстати, слева растет дикая смородина. Можно листья собирать по весне для чая. Вот эти вот ямы по весне заливает. Не знаю, заходит ли сюда рыба, ни разу не видел. Но в любом случае, если и заходит, то там и остается. Я здесь был в период половодья несколько лет назад и ходил между этими залитыми ямами. Вот. Справа у нас находятся озера татарские. Как до них дойду, включусь. Прошел обильный листопад. Тропинку завалили листьями, она еле-еле угадывается. Иду практически на ощупь. И скоро подойду к Татарским озерам. Так, а вот я подошел к нашим знаменитым Татарским озерам. Вот справа яма идет. Но они идут такими ямами, между которыми небольшие ручейки, перешейки. Вот. На этих озерах я сегодня уже пытался рыбачить с утра. Но не на этой яме, и не на этой, и даже не на той, а на самой крайней, которая вон там находится, в том направлении. Но ни одной поклевки не было, ни на червя, ни на блесну. Ладно, включусь позже уже, наверное, в Рядовкином лесу. Так, вот еще с другого ракурса Татарские озера. И вот он лес, в который я буду углубляться постепенно. Так, прошло еще минут 5-7 после Татарских озер. И я вон по тому узкому мостику буду входить в Рядовкин лес. Вот по этому мостику. Оп.
Прохожу в Рядовкин лес, где я прежние годы мешками косил рядовки, просто мешками. Но я тогда ничего не продавал, да и народ тогда был, видимо, побогаче, и рядовки не ел, почти не ел. А сейчас уже не только я ем, а кто-то выкашивает их еще до меня. Неделю назад я сюда приходил, обнаружил новый выход рядовок, и большинство было уже срезано. Их было мало, но они были. Поэтому и сегодня должны быть. Включусь, ребята, когда обнаружу первые рядовки. Ну что, ребзя, вот и первые рядовочки у нас появились. Вот они. Вот один. Вот он. Вот второй. А вот третий грибочек. Хорошо. Ну что, я продолжаю ходить по Рядовкиному лесу и собирать рядовки. Ну, собирать, скажем, слишком громко. Пока набрал только вот несколько штук. И, похоже, маловато их. И даже не потому, что кто-то передо мной собрал, а просто еще они массово не вылезли. И, наверное, уже не вылезут, потому что сегодня уже ночью подмораживало около 0, и на почве даже минус был небольшой. Так что на продажу я ничего сегодня не наберу, похоже. Ну и бог с ним. Меньше 5 килограмм смысла нету собирать на продажу. Если по 200 рублей килограмм, то это будет 1000. Меньше 1000 возиться даже не стоит. Поэтому сегодня я наберу только на сковородочку. Где-то с килограммчик я с утра уже набрал, может чуть меньше. Сейчас похожу, может еще наковыряю немножко. Но что-то пока не видать. Ладно, включусь, когда найду грибы. Так, ну что вам сказать, ребзя. Рядовок немножко есть. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Молодые рядовочки такие хорошие. Но это, конечно, не промышленные, не коммерческие масштабы. Это себе на сковородку. Кто-то тут подрезал. Чего кричишь? Вот кто-то тут подрезал уже. Видите, какие хорошие пеньки. И здесь тоже вот хорошие пеньки. И уже начали поспевать новые рядовочки. Вот они, маленькие. И я их, ребята, срежу. Вот они. Вот они, красавчики. Ладно, собираем. Нехило кто-то тут прогулялся. Нарезал пеньков. Ну и свеженькие грибы тоже есть. Вот они, малыши. Сейчас мы их подрежем. Оп. Оп. Вот такие вот красавчики. Сейчас подрежем, почистим. Малышня еще есть. Вот еще у нас грибочки. Вот такой красавчик. Такой вот красавчик. Подрежем, почистим. Еще один красавчик. Сейчас мы его подрежем, тоже почистим.
Так. Еще есть. Вот еще есть один малышок. Вот такой вот малышок. Оп. Ладно, сейчас почищу и включусь позднее. Так, а вот уже старые грибы. Эти я брать не буду. Этот пенек кто-то уже срезал. Вот тут тоже находится старый гриб с мышиными какашками на нем. Его тоже не берем. Так, поблизости других грибов не видать. Ага. Вот они, большие грибы. Опять с мышиными какашками. Вот кто-то пенек срезал. Так, поблизости может еще есть. Нет, поблизости ничего нету. Ладно. Наверное, надо на ту сторону леса переходить от тропинки, которая ведет на Лишачье озеро. Так. Ладно, ребята, отключаюсь пока. Так, еще один гриб. Вот он. Давай. Ой, сломался. Ну, шляпка целая. Возьмем хотя бы шляпку. Вот столько я набрал за полчасика. Маловато, конечно. Но на жареху хватит. Не будем жадничать. Еще один одинокий грибок. Одинокий, одинокий. Вот такой вот одинокий грибочек. Вообще-то они поодиночке не растут, они кольцами растут. Но что-то в этом году слабовато. Ладненько. Вот такие тут завалы из бревен. Деревья ломаются и падают. А я все еще нахожусь в Рядовкином лесу. И я перехожу на другую сторону от этой вот тропинки, которая к Лишачьему озеру ведет, которая в этом году сгорела. И ссылка будет вот в этом верхнем углу экрана правом на массовый замор рыбы в Лишачьем озере. Так, ребята, сейчас я нахожусь в южной части Рядовкиного леса. Рядовок тут нет совсем. От слова вообще. Или вообще от слова совсем. А ведь раньше, лет 6 назад, даже 5, даже 4, я их тут собирал, можно сказать, косил большими картофельными мешками. Ссылку на один из этих видосиков я прикреплю вот здесь, вот в правом верхнем углу экрана. Так. Похоже, рядовок тут нету. Я на этом грибалку свою сегодня завершу. Ну и схожу, вам сейчас покажу, наверное, в оконцовочке озера Бобровое, где я сегодня с утра пытался рыбачить. Это вот трутовики у нас растут. Ладно. Временно прекращаю съемку. Ну что, ребята, похоже, я свою грибалку в Рядовкином лесу закончил. Сейчас сбегаю, тут рядом озеро Лишачье, которое сгорело. Ссылка будет вот здесь вот
Сниму там парочку коротких видео. Потом сбегаю на озеро Бобровое. И на этом сегодня мы свою видеооператорскую работу. Так, ребзя. Я передвигаюсь в направлении Лишачьего озера, на котором был замор рыбы в этом году летом. Ссылка на видео будет в описании к этому ролику. Вот, ну, еще раз покажу. Я тут на днях был. В принципе, оно немножко уже очистилось от мертвой рыбы. И не такое бурое. И уже не пахнет гниением, гниющими водорослями, гниющей рыбой. Кто его очистил от мертвой рыбы, я не знаю. Наверное, ужи. Или ужи. Или утки. Утки, кстати, тоже много мертвой рыбы едят. Вот такое вот болотце пересохшее. Оп. Так. Ну, да, пересохло совсем. А вот оно, это озеро наше красивое, Лишачье, на котором был замор. Вот такое вот красивое озеро, ребята. Мертвой рыбы уже не видать. Но оно еще по-прежнему мутное такое, довольно. По-прежнему довольно мутное озеро. Ну, конечно, уже ситуация намного лучше выглядит, чем раньше. Смотри-ка, какой-то гаденыш тут на мотовездеходе рассекал. И прямо вот туда поехал. Кто это был, интересно? Это не браконьер, у него мотайка. И не леший он пешком ходит, и не я, который тоже ходит пешком или на велике. Это кто-то посторонний. Неужели он дошел до моего озера? Не хотелось бы, чтобы тут еще появился какой-то потребитель. Так, вот, ребята, я выхожу из Рядовкиного леса. Грибалку в Рядовкином лесу мы на этом завершаем. Выходим на поляну. Вот. Вот на эту поляну. Вот здесь справа есть старая липа, на которой я ставил года 2-3 назад ловушки для пчелиных роев. Ничего не попалось, ни одного роя, ребята. К сожалению, тоже все было неудачным. Так, ладно, я сейчас двигаюсь в направлении вон того леса, где в этом году, в конце мая, начале лета, я попал на хороший урожай рядовок майских. Вот здесь вот ссылочка будет на видео. Вот тут вот, в этом правом верхнем углу экрана. Все, отключаюсь пока. Так, вот, ребята, я добрался до того леса, где я в этом году, в мае, в начале июня, мешками косил майские рядовки. Вот. Вот тогда надо было продавать грибы. Что-то я не подумал. Не решился давать объявление. Так, ссылка на это видео про майские рядовки будет прикреплена в описании к этому видео. Но осенних рядовок я не вижу тут. Походу их нету. И ловить тут особо нечего. Поэтому я сворачиваюсь. Выхожу из этого леса и иду в сторону Бобрового озера. Там включусь. Так, вот здесь сегодня утром я парочку грибов подрезал. Это я с вами, ребята, дошел до озера Бобрового, как обещал. Вот. Часа 3 назад я здесь пытался рыбачить.
На блесну хотел щучку поймать. Или же на червя, тоже щучку, или же карася, или хотя бы окушков небольших подергать. Но, к сожалению, не было ни одной поклевки. Только парочку рядовок я тут в кустах срезал, и все. Вот. Озеро Бобровое. Привет, озеро Бобровое. Я сегодня был уже у тебя. Вот. Такое оно озеро. Походу, кто-то прошелся тут сеточкой или электроудочкой. Ничего не клюет. Ладно, отключаюсь. Последок вам небольшая фотогалерея. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии и делимся в соцсетях. Всем пока. Спасибо за просмотр этого видео.